Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы вяжем кардиган крючком. Вяжем кардиган, который состоит из двух шестигранников. Вязать буду крючком номер 6. Итак, вяжем шестигранник, начинаем вязать темным цветом. Каждый ряд будем чередовать цвета. Сначала темный, потом светлый и так далее. Потом снова темный, светлый. Делаем волшебное кольцо. Вытянули, провязали первую петельку. Так, я еще провязываю одну и 2 воздушные петли. Так я вяжу искусственный столбик с одним накидом. Так, далее провязываем второй столбик с одним накидом и третий. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Снова 3 столбика с одним накидом. 3 провязали. 3 воздушные петли. Итак, нам надо провязать еще, так как у нас это шестигранник, 2 грани мы провязали, еще 4. То есть еще 4 раза мы провязываем. 1, 2, 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 4-я грань, 3 воздушные петли. Темный цвет, но в принципе пока здесь у нас ничего сложного нет. То есть хорошо видно, что мы просто провязываем по 3 столбика с одним накидом и между ними 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли провязываем. И еще одна грань. 1, 2, 3. Смотрите, 6 граней. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, затягиваем наше колечко. Хвостики потом спрячем. Сейчас, смотрите, провязываем 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3, третью петлю. Третью петлю, 2 петли на крючке, и мы меняем цвет. Сейчас будем вязать мы светлой ниточкой. Так, сейчас будет намного лучше видно. Далее, когда будут чередоваться цвета, то тоже, я думаю, что будет хорошо видно. Вот так меняем цвет. Темную ниточку затягиваем. Так, смотрите, вот у нас наша петелька, да, мы еще раз сюда ныряем, захватываем ниточку и провязываем искусственный столбик с одним накидом, так как я обычно вяжу. Вот первую петлю провязали, вторая, третья, да, и далее идем и в каждом вот этом уголочке, там где у нас было по 3 воздушные петли, мы будем провязывать, расширять наш шестигранник. Мы будем провязывать 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. И так в каждую арочку. Сейчас у нас светлый цвет, все прекрасно видно.
3 воздушные петли, раз, два, три. Так, далее переходим без каких-либо петелек, не делаем никаких воздушных петель в следующую арочку и провязываем то же самое. 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, раз, два, три. И то же самое проделываем с каждой арочкой. Так, 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, раз, два, три. Остается раз, два, три уголочка. Провяжите самостоятельно, далее покажу, как будем менять цвет. Так, осталось провязать в последнюю арочку, где у нас уже провязан столбик с одним накидом. Так, провязываем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и еще 2 столбика. Два столбика и соединяем раз, два, три в третью петельку. Так, только мы опять 2 петли у нас на крючке. В принципе, вы можете обрывать нить, когда вы меняете цвет, а я буду чередовать цвет: темный, светлый, темный, светлый. Я не люблю обрывать ниточку, поэтому я просто с изнаночной стороны у меня будут вот такие вот небольшие протяжки. Вот такие вот просто. Я потом покажу, как это с изнанки выглядит. Просто вводим наш темный цвет, подтянули петельки. Снова, как я делаю искусственный столбик, я ныряю и провязываю. Вот так я провязываю первую петельку, вторую, третью. Таким образом, вот эти искусственные столбики с одним накидом очень нам напоминают настоящие столбики с одним накидом. И далее что мы делаем? Опять же, в арку мы всегда будем провязывать 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Вяжем. Три. Раз, два, 3 воздушные петли. Раз, два, три. Смотрите, по каждой стороне нашего шестигранника, не в углах, а вот здесь вот, мы без каких-либо воздушных петелек, мы просто провязываем здесь 3 столбика с одним накидом. И переходим снова в арочку, опять же, без каких-либо воздушных петелек. Вот, провязали 3 столбика. И не делая никаких воздушных петель, мы снова переходим в арку, где в арке, как обычно, мы вяжем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Все, в принципе, вяжется очень легко. Так, смотрите, по периметру, просто по прямой, мы просто здесь провязываем 3 столбика с одним накидом. А в уголках, как я уже и говорила, в уголках мы всегда так вяжем. Все, заканчиваем сами этот ряд. Еще раз покажу, как перейдем на новый. Так, подошли к началу нашего третьего ряда. Заканчиваем его. Смотрите, здесь осталось провязать нам 2 столбика с одним накидом. Провязываем и снова будем менять ниточку, не обрывая ее. Так, 2 столбика, здесь раз, два, три, третью петельку, 2 петли на крючке и просто вот так вот с изнанки делаю протяжку, меняю ниточку. Так, 1 петелька,
делаем искусственный столбик, то есть ныряем еще раз сюда, вытянули, провязали. Вторая, третья петелька. Так, больше здесь ничего не вяжем, а переходим к уголочку. Уголочек, как всегда, провязываем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Вяжем. А по каждой грани теперь вы видите, если у нас здесь был один такой вот треугольничек, здесь 2, здесь 3. То есть каждый треугольничек у нас расширяется с каждым рядом. И по каждой стороне мы просто вот здесь, вот в этих местах соединения вот этих треугольничков, да, мы просто провязываем по 3 столбика с одним накидом. И все, без каких-либо воздушных петелек. Провязали, переходим в следующую арочку. Провязали и подходим к нашему уголочку. Уголок провязываем как всегда. 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Таким образом, вы видите, наш шестигранник растет и расширяется. В последующих рядах мы будем делать все то же самое. Мы каждый ряд будем менять цвет, как я вам уже и показывала. И по каждой стороне, по каждому периметру просто провязывать без каких-либо воздушных петель по 3 столбика с одним накидом. А в уголках, как всегда, по 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Таким образом вяжем необходимый нам размер. Наш шестигранник будет расти. Я покажу потом свой результат, сколько рядов связала я, сколько мне необходимо. И расскажу, что делать далее. Итак, связала я свой шестигранник. У меня получилось 18 рядов. Закончила светлым цветом. Теперь смотрите, как мы его складываем. Это у нас будет одна часть кардигана. Опа, смотрите, как получается. Наш шестигранник превращается в вот такую вот половинку нашего кардиганчика. Ниточки я пообрезала. И теперь вот это полочки, вот это у нас рукав. Да, теперь мы берем с самого начала и от плеча идем, как бы соединяем рукавчик. Как будем соединять? Вот эта деталька у нас сложена, вот эта лицевая сторона, то есть внутри изнанка. Да, так как я заканчивала светлым цветом, я сейчас беру темную ниточку. И я не просто строчку буду прокладывать, а я буду провязывать этот же узор, только темной ниточкой. Смотрите, как я это делаю. Делаем петельку. Берем с самого начала, мы будем соединять. В наших уголках посерединке, да, мы соединяем 2 детали, берем нашу петельку. Так, пропустили и провязали первую воздушную петлю. Так, и теперь вот сюда провязываем, делаем накид и провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. И соединяем со второй нашей, ну, то есть мы таким образом вшиваем, да, захватываем крючком ниточку и соединили. Далее снова, то есть в каждую арку мы так же, как и вязали наш этот узор, мы провязываем по 3 столбика с одним накидом. И у нас получается такой невидимый шов, как будто
продолжение нашего узора. Здесь в следующую арку заводим крючок, провязали. Вот таким образом у нас будет, да. Сейчас еще раз покажу. Полностью все не буду показывать, как я сшиваю, но мы, когда закончим наше соединение деталей, ниточку не обрываем, потому что я еще буду довязывать свой рукав. 3 рядочка, опять же чередуя темный и светлый цвет. Раз, два, три. То есть суть вы поняли. Смотрите, какой получается шов, как продолжение нашего узора. Ничего практически не видно. Итак, двигаемся, то есть сшиваем наш рукав и далее ниточку не обрываем. Итак, смотрите, последние петельки, да, смотрите, какая получается красота. В принципе, даже не видно, где я соединяю эти детали. Так, последние петельки здесь тоже мы соединили. И вот в этот уголочек провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, 3. И за этот уголочек, за второй, мы тоже как бы соединяем. Вот, соединили мы деталь. Это у нас рукав, но мне такой длины рукава недостаточно, поэтому я провяжу еще 3 ряда, чередуя темный цвет со светлым, как и в принципе весь кардиган у меня связан. Смотрите, что делаю. Ниточку не обрываю, ныряю сюда, делаю искусственный столбик с одним накидом. Раз, два, 3. И далее, как в принципе вяжется наш узор, в каждую ячейку я провязываю по 3 столбика с одним накидом. То есть в принципе точно так же вяжется узор. Провяжу первый ряд и покажу, как присоединяю ниточку другого цвета. Так, довязываем первый ряд обвязки. Напомню, что это мы удлиняем наш рукав. Так, смотрите, здесь у нас одна петелька, да, останется нам довязать еще 2 столбика с одним накидом. Раз, два, 3, третью. И теперь будем вводить наш светлый цвет, туз, который мы чередовали, в принципе, темный. Опять же делаем искусственный столбик, провязываем вот так одну петельку, 2, 3 и переходим сразу в другую. То есть, смотрите, я до конца вязать не буду. Я сейчас вяжу второй ряд. Второй ряд у меня светлым цветом. А далее точно так же мы меняем цвет на темный. То есть мы здесь хвостик не обрываем. Я не обрываю хвостики. То есть я ниточку, просто она у меня красиво переплетается внутри. То есть мы сейчас вяжем еще светлый рядок и еще один темный. И перейдем к вязанию самого манжетика. Итак, связала я 3 дополнительных ряда своего рукавчика. Да, манжетики. Смотрите, манжетики, как и борта, я буду вязать вот таким цветом. Я буду вязать вот таким цветом. Тоже этой же пряжи, только цвет у меня будет под номером 1106. Так, сам манжетик у меня будет такой узкий, да, я буду чередовать рельефные столбики лицевые, столбики с одним накидом рельефные лицевые и изнаночные. Так, смотрите, провязываем первый ряд. Первый искусственный столбик, да, с одним накидом. И смотрите, все остальные мы как бы сужаем это полотно, мы провязываем их в
каждую арочку. Так, провязываем в каждую арочку по одному столбику с одним накидом. Как бы сужая полотно. Вяжем до конца первый ряд. Итак, смотрите, для нашего узора дальнейшего, для манжетика, количество наших набранных столбиков с одним накидом должно быть четное. Мы просто будем чередовать лицевой рельефный столбик и изнаночный. Когда мы провязали по кругу, да, у нас получилось 19 столбиков с одним накидом, поэтому здесь в начале сделаем еще один столбик с одним накидом. Так, закрываем первый ряд. 1, 2, 3. Третью петельку. Делаем соединительную петлю. Так, смотрите, чтобы они у вас видны были, что это разные столбики. Вытягиваем эту петельку и делаем искусственный рельефный столбик с одним накидом. Петельку протянули. Воздушная петля 1, 2, 3. Так, это у нас был лицевой рельефный столбик. Далее будет изнаночный, то есть мы заводим вот так вот, смотрите, и провязываем столбик с одним накидом. Следующий у нас лицевой, заводим спереди. И таким образом мы чередуем, заводя крючок то спереди предыдущего столбика с одним накидом, то сзади. Тот был сзади, этот спереди. Провязываем до конца этот второй ряд. Еще покажу третий, далее будете вязать сами. Так, смотрите, теперь провязываем последний. Да, он у нас будет изнаночный, так как первый у нас всегда идет лицевым рельефным столбиком. Все, и закрываем наш ряд. 1, 2, 3. Соединительную петельку провязываем в третью воздушную петлю. Провязали. И делаем снова искусственный рельефный столбик. Вытянули эту петлю и обхватываем ею наш столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Все, далее все идет по схемке, скажем так. Смотрите, вот этот был изнаночным, он изнаночным и провязывается рельефным столбиком, да, а лицевой лицевым. Все, таким образом я связала 10 рядов. Далее вы вяжете самостоятельно, я вам покажу только готовый результат. Так, довязываем наш последний ряд, 10-й ряд. Здесь было 1, 2, 3 начало у нас 10-го ряда. Все соединительной петелькой. Все, ниточка у меня уже обрезана. И прячем красиво хвостики. Итак, манжетики я связала. Смотрите, как и говорила, я вязала по 10 рядов. Да, смотрите, какой получается красивый манжет. Так, теперь что будем делать? На одной и на второй полочке посерединке на спинке буду довязывать еще 4 ряда. Опять же, чередуя цвета. Вот смотрите, здесь у меня уже эти 4 ряда довязаны. Темный, светлый, темный, светлый. И посерединке буду соединять опять же темным цветом. Точно так же, как я соединяла и рукав. Так, теперь покажу, как на второй полочке я довязывала. Так, берем нашу вторую полочку, которая еще не обвязана. Да, и мы будем расширять линию спинки. В одной детальке я уже вам показала, там у меня 4 рядочка провязано. Так, начинаем снизу и идем сюда вот к горловине. Просто вот так в уголочек вводим ниточку. Сделали одну петельку, делаем вторую. 1, 2. Это искусственный столбик с одним накидом. Да, и сюда же провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Ну, то есть точно так же, в принципе, мы и вяжем наш узор.
в каждую арочку провязывая по 3 столбика с одним накидом. Провяжу этот ряд, покажу, как я меняю ниточку на светлую, и далее будете сами вязать, то есть нам надо провязать 4 ряда: темный, светлый, темный, светлый. Так, смотрите, вот здесь место соединения нашего рукава мы соединяли темной ниточкой. Вот мы довязываем последний наш кластер из 3 столбиков с одним накидом. 2, 3. Я вытягиваю эту ниточку и опять возвращаюсь в начало. Ну, здесь, когда я буду довязывать, мы там-то вязали по кругу, поэтому у нас все вот эти ряды, они были лицевыми. И здесь, дабы просто вот это, что довязано, у нас тоже было точно такое же, как и все наши рядочки, мы тоже их сделаем лицевыми. То есть ниточку я оборвала. Так, в том месте, да, где я начинала вязать темным цветом, я ввожу светлую ниточку. Один, два, три. И сразу же перехожу вот в эту ячейку. Раз, два, три. И идем, вяжем второй ряд, потом возвращаемся снова сюда, уже вот в эту вот арку провязываем 3 столбика с одним накидом, как у нас здесь ниже провязано, а следующий 4 ряд, так же как и здесь я начинала, сначала 3 воздушные петли, потом в арочку 3 столбика с одним накидом, чтобы у нас было провязано, ну, как бы 4 рядочка. Пятым мы будем соединять 2 детали. 4 рядочка на одной детали и на второй детали. Итак, смотрите, линия спинки увеличена и на одной детали, 1, 2, 3, 4 на 4 ряда, и на второй детали, 1, 2, 3, 4 на 4 ряда. Темную ниточку я оставила, так как мы будем соединять именно темным цветом, вот здесь прокладывать эту линию, да, точно таким же образом, как мы соединяли линию рукава. Итак, у меня все готово. Смотрите, что я еще сделала. Я довязала длину таким же образом, как я расширяла спинку, только я провязала 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Смотрите, связала также планку. Вязала точно таким же узором, как я вязала манжетики, чередуя рельефные столбики с одним накидом, то есть лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик. Здесь я связала 3 рядочка именно точно таким же узором. Но смотрите, когда начинала вязать рукавчики, я вам показывала, что мы там сколько отступать. Здесь же я начинала вязать столбики с одним накидом в каждую петельку. Вот это даже видно. Смотрите, столбики с накидом провязаны в каждую петельку. И связала 3 ряда. Все, для меня это достаточно. Кардиган получился до середины бедра, как для меня. Да, на размер где-то получается, ну, 48-52, скажем вот так. Ну, потому что он такой немножко объемный. Так, все размеры и расход, все у меня будет в описании под данным роликом. И сама ссылка на магазин, откуда вот эта пряжа шерсть яка, и скидочка 5% на эту пряжу. Так что, еще у меня есть вот такие вот пуговички. Ну, я сделаю фотографию сначала без пуговичек, потом пришью пуговички, то есть и так, и так. Так что вот такой получился кардиган. Мне нравится результат. Если вам понравился мой видеоурок по вязанию такого кардигана крючком, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!